Летний день был особенно жарким. Воздух в небольшом городе дрожал от зноя, асфальт нагревался так, что от него исходил удушающий жар. 12-летний Илья возвращался домой после футбольной тренировки. Пот катился по его вискам, и он мечтал только об одном – скорее добраться до дома, чтобы выпить ледяной воды. Подходя к магазину на углу, чтобы купить мороженое, Илья услышал тонкий, жалобный звук. Он оглянулся и увидел, что скуление доносится из припаркованного на солнце черного автомобиля. Любопытство пересилило усталость, и мальчик подошел ближе. В машине, за запотевшими от жары стеклами, на заднем сиденье лежал маленький щенок. Его язык высунулся, глаза были полузакрыты, а грудная клетка вздымалась медленно и тяжело. Мальчик попытался открыть дверь, но все двери были заперты. Илья испуганно оглянулся, пытаясь найти владельца машины. Никого. Он побежал к ближайшему магазину, быстро переспросил у продавцов и посетителей, но никто не знал, чья это машина. Вернувшись, Илья снова посмотрел на щенка. Его состояние ухудшалось. Животное тяжело хрипело, еле двигая лапами. Мальчик почувствовал паническое беспокойство. «Щенок не выдержит», – проговорил он сам себе. Он достал телефон и набрал 112. Оператор выслушал его и пообещал отправить сотрудников на место, но предупредил, что может потребоваться время. «У нас сейчас много вызовов. Ожидайте», – раздалось в трубке. Но Илья понимал, ждать нельзя. Щенок не проживет столько времени. Не раздумывая, он схватил лежавший неподалеку камень. «Прости, если это неправильно», – прошептал он, глядя на собаку. Илья размахнулся и со всего маху бросил камень в боковое стекло. Стекло треснуло, но не разбилось. Он ударил еще раз, и, наконец, оно осыпалось на сиденье. Волна горячего воздуха вырвалась из салона, как из печи. Осторожно, чтобы не порезаться, мальчик залез в машину, взял щенка на руки и вынес его наружу. Животное было обессилено, его шерстка мокрая от пота. Илья, дрожащими руками, плеснул на него воду из бутылки, которую носил с собой, и облил его голову. Через пару минут щенок начал двигаться активнее. Он заскулил и лизнул Илью в руку, как будто благодарил. В этот момент к месту подъехал мужчина средних лет, владелец машины. Он сразу понял, что случилось. Увидев разбитое стекло и спасенного щенка, он вспыхнул от гнева. «Ты что сделал, малец? Это моя машина!» – закричал он. «Щенок мог умереть», – дрожащим голосом ответил Илья. «Его нельзя было там оставлять». Мужчина осмотрел салон и щенка, убедился, что тот жив, и резко заявил: «Ты за это ответишь. Это порча имущества». Илья не спорил. Он был уверен, что поступил правильно. Через неделю Илья получил повестку в суд. Родители были в шоке, узнав о случившемся. Они пытались объяснить сыну, что его действия, хотя и благородные, могли быть расценены как нарушение закона. На суде Илья рассказал, как все произошло. Он объяснил, что не мог смотреть, как животное задыхается, и действовал, руководствуясь исключительно желанием спасти жизнь. Судья внимательно выслушал мальчика. Владелец машины был непреклонен, он требовал компенсации за разбитое стекло и нанесенный ущерб. Однако в зале суда нашлись и свидетели, несколько прохожих, которые подтвердили, что Илья пытался найти владельца машины и звонил в экстренные службы. «У нас нет права на халатность, особенно когда речь идет о жизни», сказала одна из соседок Ильи, которая пришла поддержать мальчика. Судья принял решение, семья Ильи обязана была оплатить ремонт стекла, но мальчик не понес наказания, так как его действия были продиктованы крайней необходимостью. История на этом не закончилась. Щенок, которого спас Илья, оказался бездомным. Владелец машины сказал, что подобрал его пару дней назад, но не собирался оставлять себе. «Забирай его, раз уж ты так хотел его спасти», – бросил он раздраженно. Илья с радостью согласился. Он назвал щенка Жарик в честь жаркого дня, когда их пути пересеклись. Мальчик заботился о Жарике, как о лучшем друге. Щенок быстро окреп, стал энергичным и веселым. И хотя семья понесла финансовые затраты, они гордились сыном. В городе эту историю долго обсуждали. Люди восхищались смелостью мальчика и тем, как он не побоялся последствий ради спасения жизни. Илья научился ценить не только животных, но и свою способность стоять на страже справедливости. Он больше никогда не проходил мимо, когда кто-то нуждался в помощи.